Зима. Красивое, но в то же время не самое уютное время для путешествий. Земля покрывается белоснежным одеялом, а природа теряет свою привычную зеленую красоту. Кажется, в такое время года все планы путешественника будут сводиться лишь к горнолыжным курортам. Но помимо заснеженных склонов, Болгария способна удивить вас еще одной круглогодичной туристической изюминкой. Правда, чтобы насладиться красотами сегодняшних наших локаций, вам буквально придется спуститься под землю. Сегодня мы отправимся исследовать природные красоты, а именно две самые красивые и самые огромные пещеры Болгарии. Мы увидим подземную реку, спустимся в жилище колонии летучих мышей, разгадаем тайну таинственных подземных кругов, познакомимся с болгарским наследием Сильвестра Сталлоне и увидим замерзший водопад. И даже посмотрим в глаза Бога. Ну что, интересно? Тогда давайте начинать. Из всего многообразия болгарских пещер мы выбрали девяташку и проходную не просто так. Во-первых, их объединяют колоссальные размеры внутренних залов, а во-вторых, они находятся недалеко друг от друга, поэтому прекрасно вписываются в общий туристический маршрут выходного дня. Чаще всего в это путешествие туристы отправляются непосредственно из Софии, и в целом это логично, так как пещеры находятся недалеко от столицы. К примеру, дорога от Софии до Девяташки составит всего 170 километров и займет пару часов вашего времени. Пещеры находятся в отдалении от населенных пунктов, поэтому общественным транспортом вы туда не доберетесь. Нужно либо брать экскурсию, либо арендовать авто. Я готовые экскурсии с толпами туристов не очень люблю, так что буду настоятельно рекомендовать вам все же рассмотреть вариант с машиной. Так и дорога пролетит быстрее, и заехать сможете не только в пещеры, но и в другие интересные места неподалеку. Причем поездка выйдет достаточно легкой, ведь к обеим этим пещерам проложена неплохая асфальтированная дорога, поэтому такое путешествие не станет тяжелым испытанием ни для вас, ни для ваших карапузов. Кстати, если все путешествие вам не интересно и вы зашли сюда только чтобы осмотреть пещеры, то напомню, что в описании к видео будут тайм-коды. Можете легко пропустить завязку и сразу перескочить к интересным для вас моментам. А я вот в этот раз тоже схитрила, не стала останавливаться в столице и заранее с вечера переехала ближе к пещерам, чтобы заночевать в одном из окрестных городков. Причин для такого решения было несколько. Во-первых, в столице я была не так давно и все интересное уже успела посмотреть и вам показать. Во-вторых, жилье в небольших городках всегда дешевле, чем в мегаполисах. Поэтому за те же деньги, которые в столице вы выложите за старую комнатушку, на окраинах вы снимете вполне пристойный отель. Ну а в-третьих, на дворе зима, световой день короткий, а девяташка так вообще открыта лишь до 4 часов дня. Можно попросту загуляться и не успеть посетить такую красивую локацию.
Подыскивая город поближе к пещерам, мой выбор пал на милый городок Этрополе. Честно говоря, выбирала я не слишком долго, скорее просто тыкнула пальцем в карту. Но, судя по всему, попала в десятку. Правда, по опыту посещений разных уголков Болгарии практика показывает, в этой стране везде можно найти что-то интересное. Стоит только осмотреться. Этрополе. Древний город расположен у подножья центральных Балканских гор в живописной долине реки Малык-Искыр. Город может похвастаться богатым историческим прошлым, но сегодня мы здесь проездом, а потому углубляться в историю мы не станем. Но вот на сам населенный пункт аккуратненько посмотрим, хотя бы одним глазочком. Уютный небольшой балканский городок лично меня очень заворожил своей красотой. Не знаю, как вы, но я просто обожаю такие населенные пункты. Невысокая жилая застройка, старые здания, а самое главное – умопомрачительный вид. Куда ни глянь, со всех сторон Этрополе опоясывают заснеженные пики Исполинских гор. Любоваться такой красотой я могу просто часами. Город определенно закрепил себя в моем списке посещений. Быть может, однажды я к нему еще вернусь, но уже в теплое время года. 3 самых посещаемых туристических объекта города, которые по совместительству считаются достоянием всей страны и внесены в список 100 национальных туристических объектов Болгарии. Это исторический музей, монастырь Святой Троицы и Часовая башня. Начнем знакомство с конца списка. Часовая башня построена в городе Этрополе в 1710 году, является одной из самых старинных в Болгарии. Башня высотой 20 метров построена из речного камня и известнякового туфа. Первоначально она использовалась как смотровая и оборонная башня. Позже, в 1821 году, получила новое назначение, когда местный житель Дида, кто бы он ни был, присоединил к ней часовой механизм, используя колокол, взятый с местной разрушенной церкви. Исторический музей размещается в старинном особняке, в котором в эпоху османского владычества находился департамент полиции. Но музей явно не мой конек, поэтому усложнять рассказ музейными экспонатами я не стану. Ну вот, а в третью локацию из топ-списка, монастырь Святая Троица, мы обязательно заглянем. Но сделаем это уже утром, а пока нам нужно выбрать место для ночлега и подкрепиться ужином в преддверии увлекательного путешествия. С отелем мне в этот раз также повезло. Такое хорошенькое место не грех и похвалить. Отель Этрополия расположен в центре города, в пешей доступности от всех достопримечательностей. Причем, когда я говорю про центр, то буквально его и имею в виду. Но вот сами посмотрите. Вот отель, а вот в 20 метрах местная мэрия. На территории отеля есть современная охраняемая парковка. Для постояльцев она бесплатная. Можно смело оставлять там машину и отправляться в пешую прогулку. Очень даже удобненько, особенно если учесть, что Этрополия расположена непосредственно посередине пешеходной зоны города. Отель оказался свеженьким, комфортным, с приятным интерьером. По этажам курсирует современный лифт, а сами этажи оснащены широкими холлами с удобными диванчиками. Персонал в отеле очень вежливый и внимательный. В штате есть сотрудники, говорящие на английском, русском и украинском языках. Номер также порадовал – большой, светлый и просторный. А еще он был оборудован не маленьким балконом с крайне пристойным видом на город. Отдельный плюсик поставлю за удобную кровать. Выспалась отлично. Как раз то, что нужно перед активным днем. Правда, не обошлось в номере и без одного курьеза. Очень необычно расположен телевизор. Ну, самое удобное место у меня, судя по всему. Борис, можно позвать телевизор? Можно, только не включать. Телевизор я не смотрю, так что такое дизайнерское решение восприняла с улыбкой. С учетом того, что отель произвел на меня положительное впечатление, то на ужин я не стала изобретать велосипед и отправилась в местный ресторан. Нет. Здравствуйте. Тоже все было на уровне. Столики установлены не тесно, по вечерам играет живая музыка.
Доверившись рекомендациям персонала, я заказала форель, которую ловят в местной реке, и не прогадала. Свежайшая рыбка просто таяла во рту, особенно под беленькое сухое. Ну а завтраком все оказалось еще проще. Он входил в стоимость проживания. Поэтому, чтобы не мучиться, мы просто заказали себе по одному блюду каждого варианта из предложенных и устроили себе мини-шведский стол. В общем, выселяться из отеля мне не сильно хотелось, но, похоже, сама судьба звала меня в путь. От отеля до первой нашей пещеры оставалось всего 60 километров. Но прежде чем отправиться к ней, я решила посетить еще одну удивительную природную достопримечательность – Этропольский водопад. Он находится всего в 5 километрах от города, поэтому было бы непростительно упустить такую возможность. Доехать непосредственно до водопада у вас не получится. Асфальтная дорога не доведет вас до локации буквально несколько сот метров и закончится у стен монастыря Святой Троицы. Я монастыри не очень люблю, но в этот решила заглянуть. Нужно же разобраться, за что его включили в топ-100 достопримечательностей. Не знаю, как он будет смотреться весной, но вот зимой выглядит нереально красиво. Как будто пряничный домик, который сверху аккуратненько посыпали сахарной пудрой. Есть в нем что-то особенное, совершенно не похож на классические храмы. Разглядывая его с воздуха, мне постоянно не отпускало то чувство, словно это не реальный объект, а творение кисти художника, который аккуратными мазками нанес монастырь на белоснежный холст. Конечно, Святая Троица не блещет какими-то особыми архитектурными изысками. До храмов Софии или Пловдива ему далеко. Но насколько же гармонично он смотрится на этом горном уступе. Этропольский монастырь Святая Троица был построен на северном склоне горы Черний Верх. Благодаря расположению на возвышенности с его башен открывается потрясающий вид на окраины. Кстати, в монастыре можно заночевать. Он предлагает туристам комфортные условия. Конечно, плазмы здесь не будет, но вот средненькую комнатку с санузлом и душем арендовать вполне реально. You're someone I used to know, but nobody said it'd be easy. But maybe I should have known. One more drink to swallow it down. I gotta get you out of my mind. But nobody said it was easy. Maybe I should have known. Но на меня, само собой, больше всего произвела впечатление другая изюминка этого места, которая, заприметив нас, просто ринулась навстречу судьбе, стремя голову. Вы только взгляните на это милейшее создание с окрасом под стать монастыря. Очень ласковый и гостеприимный мурчащий хозяин. Ну а дети от знакомства просто остались в восторге. Гладь. У монастыря имеется и другая живность – полноценный постоялый двор. Ну а за территорией обустроена небольшая зона отдыха, беседка и площадка для гостей с детками. Красивое сочетание цветов, правда? И судя по тому, что из снега выстроена крепость, а местами видны следы снежных баталий, туристы с малышами сюда наведаются довольно часто.
Обойдя монастырь, ну или выйдя через задние деревянные ворота, узкая тропинка проведет нас через многовековой буковый лес и в течение нескольких минут приведет к водопаду. В зимний период будьте аккуратны, тропа довольно скользкая из-за снега и угла наклона. Лучше смотреть под ноги, иначе корни, которые в летнее время служат вам ступеньками, в зимнее время могут сыграть с вами злую шутку. Поручни, конечно, имеются, но особого доверия они не внушали. Пару минут героической борьбы с лесной тропой, и взору открывается потрясающее обледеневшее чудо. Если вы прибыли сюда весной, то застали бы водопад примерно в таком виде. Ну а зимой он выглядит еще интересней. Знакомьтесь, Этропольский водопад Воровитец. Согласитесь, сказочное зрелище. Я очень люблю водопады и стараюсь не упускать возможности посещать их в путешествии. Правда, вот зимой никогда раньше не бывало, хотя всегда хотелось. Ну что ж, похоже, теперь еще один гештальт закрыт. Водопад Воровитец представляет собой широкую, прозрачную, богато сложенную и приятно журчащую водную завесу, которая зимой за счет отрицательной температуры воздуха обрастает целым каскадом сосулек всевозможного калибра. Удивительный замерзший водопад притаился в живописном ущелье Этропольских гор. Он относится к категории невысоких каскадных. Высота этого красавца всего 15 метров, но своим изяществом он легко может засунуть за пояс многих более именитых своих собратьев. Свисающие огромные сосульки создают потрясающее зрелище, как будто ледяная клетка посреди владений снежной королевы из детских сказок. Возле водопада имеется небольшая пещерка, благодаря которой можно попасть на его обратную сторону и посмотреть на лес через призму прозрачного ручья. Воровитец крутая, красивая и несложная для посещения локация. Даже дети были в восторге от увиденного. Обилие сосулек вокруг здорово повеселило их и позволило устроить настоящую ледяную битву. А какие фоточки у нас тут получились! Просто загляденье. Сам источник, который питает водопад, образован ручьем под названием Монастырский дол и находится в 300-400 метрах отсюда. При желании воду из источника можно попробовать или набрать с собой. Для этого тут обустроена небольшая поилка. В ручейке, кстати, жизнь кипит полным ходом. Речная форель стайками пролетала взад-вперед во время всей нашей прогулки. Похоже, я знаю, где местный ресторан пополняет запасы свежей рыбки. Форель в ручейке, вот такая вот. В целом, все окрестности монастыря – это настоящий природный заповедник. Отсюда начинается множество лесных троп. Вокруг раскиданы пещеры и другие водопады. Так что если вы приедете сюда в теплое время года, то можете остаться здесь подольше. Ну а я вынужден отправляться в путь, нас же еще пещеры ждут. До первой пещеры я добралась менее чем через час, отъехав от монастыря. Подъезжая к конечной точке, на дороге будет стоять любопытный каменный домик и указатель. Вы на месте. Пещера находится прямо под дорогой. Сворачиваем с асфальта, еще 200 метров по грунту, и мы у входа.
Встречайте, Ее Величество, пещера проходная. Хотите посмотреть в глаза Бога? Пещера проходная или Божьи очи – самый длинный пещерный туннель в Болгарии с самым высоким сводом. Фактически это грандиозный подземный проход длиною 262 метра с двумя выходами, из-за которых пещера и получила свое название. Мы сейчас прибыли к малому входу в пещеру. Его высота составляет 35 метров. Вы только представьте, через этот свод в пещеру можно было бы затянуть 10-этажный дом. Не правда ли грандиозные габариты? И это ведь малый вход, а на обратной стороне нас ожидает большой. С малого входа в доступ к пещере максимально комфортный. Большинство туристов приезжают именно сюда. Здесь же разместились местные предприниматели, которые продают сувениры и магнитики. Ну а в день моего приезда еще и продавали малюсеньких щенят. Как гласила табличка, мини-пинчеры. Я пополнять семью лишним питомцем не планировала, но и пройти мимо такой милоты, конечно же, не смогла. Ну да ладно, полюбовались и хватит. Возвращаемся к пещере. Помимо продавцов на входе, нас встретят лишь информационные таблички. Вход в пещеру совершенно бесплатный, поэтому ни кассы, ни контролеров тут нет. Если у вас мало времени, то можете даже оставить посещение проходной на конец своего путешествия, так как ограничений по времени здесь тоже нет. Можете посетить этот уникальный подземный туннель даже ночью. Спуск к пещере проходит по узкой каменной лестнице. Перед входом в пещеру сначала нужно пройти через широкий каменный предбанник, который просто завораживает своими размерами и обладает шикарной акустикой. Ау! Даня! Внутри самой пещеры довольно прохладно и сыро, поэтому не забудьте надеть теплую одежду перед поездкой. Ну а если вы, как и я, посещаете пещеру зимой, то будьте максимально аккуратны. Сверху сквозь трещины в пещеру проникает влага, которая собирается каплями и падает вниз. Но если в летнее время это всего лишь милая особенность, то зимой на голову туристу могут свалиться уже сосульки, причем приличного такого размера. А под ногами отполированный влагой за века пол, еще покрытый ледяной коркой. Скажу так, критичного в этом ничего нет, но дополнительная бдительность лишней никогда не бывает. Пещера образовалась более 66 миллионов лет назад. В те времена уровень Мирового океана был намного выше. В тот период через пещеру протекала река Искыр, которая весной особенно разливалась и веками пробивала себе путь в каменной породе. Она и сформировала это чудо природы, по которому мы сегодня с вами гуляем. В настоящее время уровень воды уже ниже самой пещеры, и она полностью доступна для посещения независимо от сезона. Находиться в пещере днем более чем комфортно. Помимо огромной высоты потолка 56 метров, пещера еще может похвастаться хорошим освещением. Не в последнюю очередь благодаря двум естественным отверстиям в потолке, через которые солнце заливает пространство мягким светом. Но основная фишка пещеры даже не в факте наличия отверстий, а в их симметричной форме, благодаря которой они просто мистически напоминают человеческие глаза.
Именно из-за этих отверстий в форме разреза глаз пещера и получила второе название «Глаза Бога» и была провозглашена природной достопримечательностью. Она входит в список 100 национальных туристических объектов Болгарии. Проходная является одной из самых популярных туристических достопримечательностей в Болгарии, и это неудивительно. Пещера удивляет своими размерами, а также своей уникальностью. Под самыми глазами есть небольшая площадка, на которую стоит подняться, чтобы осмотреть красоту пещеры с высоты. На стене напротив площадки в 2016 году была установлена икона Иисуса Христа в кованой оправе. Это подарок монахов Троянского монастыря. Икона имеет размер порядка 1,5 метра в высоту. Она установлена именно в этом месте не просто так. 21 марта, в день весеннего солнцестояния, солнце проходит по небосводу под таким углом, что максимально волшебно освещает пещеру, а луч ложится на стену именно в том месте, где размещена икона. Археологи обнаружили здесь следы людей неолитической эпохи. Вероятно, позднее здесь размещалось фракийское святилище, посвященное богине-матери. Известно, что в древности тут проводились всевозможные ритуалы. Местные жители пересказывают легенду, связанную с проходной, в которой утверждается, что в период османского правления здесь были казнены несколько девушек, которые отказались принять веру захватчиков. Турки провели показательную казнь, сбросив гордых девушек в каменное жерло пещеры. Эта трагедия так тронула скалы, что они заплакали, словно живые существа. Во время дождя из глаз в пещеру капают капли, напоминающие о той горькой истории. Прогуливаясь по главному залу, появляется странное чувство. Просто перехватывает дух. Когда стоишь под Божьими глазами, в этот момент не хочется думать ни о чем. Стоишь и чувствуешь себя маленькой-маленькой перед таким величием. И единственное желание – это наслаждаться моментом. Из-за того, что пещера неохраняема, часто туристы приходят в нее даже ночью. Есть что-то мистическое, когда смотришь на звездное небо сквозь эти глаза, как будто какая-то высшая сила взирает на тебя сверху. Ну а если в момент по небосводу над вами пройдет полная луна, то ассоциация с глазами станет и вовсе пугающей. Снаружи же пещера менее грандиозна. Весной местность здесь зеленая и покрыта невысокой растительностью. Зимой земля оголяется, и вид уже становится не таким привлекательным. Отверстия же в земле выглядят как две зловещие черные точки. Пожалуй, если бы древние люди могли взглянуть на пещеру с высоты птичьего полета, то скорее назвали бы ее «Глаза дьявола». В общем, все относительно и сильно зависит от того, под каким ракурсом ты смотришь. Отвесные стены пещеры Глаза Бога привлекают не только поклонников дикой природы и мистики. Это место пользуется заслуженной славой у любителей экстрима. Начинающие альпинисты не прочь покорить вертикальный подъем в 60 метров на глазах публики, для чего в стенах заранее были подготовлены специальные трассы. Помимо аматоров, на этих трассах также обучаются и готовятся и профессиональные альпинисты и спасатели. Но об этом мы с вами поговорим чуточку позже. Не обошли стороной пещеру Глаза Бога в Болгарии и кинематографисты. Здесь снимали множество фильмов, включая такие голливудские хиты, как «Конор Варвар» 2011 года с Джейсоном Момоа, «Путь домой» с Колином Фарреллом, а еще турецкий «Гамбит», «Он дракон», «Последний неандерталец». И это только некоторые из них. Список продолжается, и каждый год в коллекцию пещеры добавляются новые киноленты, что делает проходную настоящей звездой мирового кино. Но есть еще одна категория людей, которые стали завсегдателями пещеры. Это бейсджамперы. Они облюбовали второй вход в пещеру, который по совместительству величают большим из-за его гигантских размеров – 45 метров.
Здесь можно испытать свою смелость и получить массу незабываемых эмоций. На большом входе или же выходе из пещеры, опять же, смотря откуда смотреть, туристическая тропа не заканчивается. Прогуливаясь вдоль отвесной скалы, вы сможете заглянуть в несколько других небольших пещер и вдоль скального монастыря подняться на живописное плато, с которого открывается прекрасный вид на речку Искыр и ее окрестности. На плато разместилась сразу парочка интересных объектов. Первый из них – вот это необычное здание, которое с виду напоминает декорации какому-то фэнтезийному фильму. Но нет, это всего лишь учебно-тренировочный центр пещерных спасателей. Они как раз и проводят свои тренировки в пещере, откуда мы только что вышли. В 2020 году старое социалистическое здание планировали снести, но за счет пожертвований местных его удалось не только отреставрировать, но и придать строению такой сказочный вид. Весьма интересный подход к реставрации, и про него, пожалуй, стоит поговорить отдельно. Весь здешний регион Болгарии насыщен подобными каменными домиками, резными деревянными вывесками и другими красивыми рукотворными объектами. Все это благодаря активной позиции местных жителей, которые в последние годы занялись украшением региона и старательно развивают его туристическую привлекательность. Одним из идеологов этого движения стал местный предприниматель и спелеолог Андриан Ерданов, которого местные жители ласково называют Ачо. Он отреставрировал неподалеку несколько каменных домов и в целом очень активно поддерживает подобные инициативы. В свое время Ачо уделил много времени изучению нашей пещеры. В юности он часто проводил свободное время здесь. Помните тот милый домик, который мы встретили на дороге, подъезжая к пещере? Это тоже его работа. Так теперь оформлен местный информационный центр. Любой турист может зайти внутрь, посмотреть буклеты и узнать, какие еще достопримечательности скрываются здесь в окрестностях. Не знаю, как вас, но меня такие истории цепляют. Очень круто, когда сами жители так старательно развивают туристическую привлекательность своего края. Второй же достопримечательностью на плато стал Национальный пещерный дом имени Петра Трантеева. Это уникальное строение, которое выстроено внутри расщелины скалы. С плато здание кажется маленьким. Весь секрет в том, что его этажи растут не вверх, а вниз. Вы только представьте, какие виды можно лицезреть с этих балконов. Как на ладони открываются невероятные красоты долины реки Искыр. Then I would laugh with you all night. Take my chance and hold you close, and I'd follow you back home. If I could be somebody else, I would be your Romeo, and I would never let you go. Maybe I could be your stranger. Изначально этот дом построили для того, чтобы тут проживали геологи, спелеологи и археологи, которые занимались исследованием местных пещер. Ну а после окончания основного, усиленного этапа изучения пещеры, здание много простаивало, но и привлекало предпринимателей, которые увидели прекрасный шанс для развития туризма. Помещение подремонтировали и организовали в этом прекрасном и интересном месте хостел с рестораном и бесплатной парковкой для путешественников. Пещерный дом, так же как и сама пещера, тоже внесены в список 100 туристических достопримечательностей Болгарии. В этом видео мы что-то подозрительно часто наталкиваемся на локации из этого топ-100 списка. Пожалуй, пришло время подетальнее пояснить, что же это такое и с чем его едят. 100 национальных туристических объектов Болгарии. Это список значимых культурных и природных объектов, созданный Министерством туризма Болгарии еще в 1966 году. Начиная с 2011 года движение приобрело второе дыхание. Этот список был создан в рамках развития туризма и является, по сути, некой мини-игрой для путешественников. В общей сложности в него входит 100 объектов, представляющие различные области туризма. Исторические и археологические памятники, музеи и галереи, природные парки, курорты и многое другое.
В одном из этих объектов вы можете приобрести специальный буклет со списком всех достопримечательностей и графой для отметок. В каждой локации есть сотрудник с уникальным для объекта штампом, либо же специальной маркой. Любой турист при посещении может проставить в свою книжечку отметку о прибытии. Такой себе чекпоинт. Кстати, получить штамп в пещере у вас не получится, потому как никаких сотрудников в ней нет. Так что отметку о посещении пещеры вы можете проставить здесь же, в пещерном доме. Цель этой игры – собрать все 100 отметок. Как по мне, то очень прикольный квест. Но это еще не все. За каждый уровень собранной коллекции 25, 50, 100 вы получаете награду в виде специальных значков. А все обладатели значков имеют право участвовать в ежегодном розыгрыше туристических призов, экскурсий, путевок и поездок за границу. Блин, я вот всегда считала, что увидеть красивую достопримечательность – это уже награда, а в Болгарии за это, оказывается, еще призы дают. Ну круто же! Ознакомиться с актуальным списком достопримечательностей можно на официальном сайте Туристического общества Болгарии. А пока вы будете выбирать себе новые достопримечательности, я, пожалуй, двину к следующей пещере, которая также входит в этот список. Несмотря на то, что дорога проложена непосредственно в пещеру, заехать внутрь на автомобиле вы не сможете. Правда, парковка оборудована всего в 300 метрах от входа, поэтому долго бродить вам не придется. Пещера охраняема, а вход платный. Хотя стоимость, конечно, символическая. Для взрослых 3 лева, для детей 2. Но куда больше я переживала не за стоимость, а за то, что могу не успеть попасть до закрытия. Летом она открыта до 20:00 вечера, а вот зимой всего до 16:00. Но вот на Google картах этой пометки нет, поэтому летела я к пещере на всех парах. Я прибыла на парковку без 15:04 и уже готовилась ругаться с охраной, но, к моему удивлению, охранника на месте не было. А если быть точнее, то вообще никого не было, хоть волком вой. Ни продавцов сувениров, ни туристов, никого. Только мы и прекрасная пещера. Итак, встречайте, пещера Девяташка. Бывший секретный военный объект, киногерой, археологическая и природная достопримечательность. В общем, сэкономив целое состояние на оплате за вход, движемся дальше. Чтобы попасть внутрь Девяташки, нам вначале нужно перебраться через реку, которая отделяет пещеру от большой земли. Кстати, речка эта называется Асам, что в переводе означает 8. Ну а само название пещера получила в честь ближайшего населенного пункта Девятаки, что переводится как 9. В общем, с фантазией при выборе названия в те времена было не густо. Не хватает еще какой-нибудь скалы семерочки и озера десяточки. Сейчас переправиться через реку несложно, так как 10 лет тому тут появился широкий капитальный мост. Ну вот вроде бы мост как мост, если бы не одна особенность. На обратной стороне моста нас встречает никто иной, а Сильвестр Сталлоне. И сразу возникает вопрос, а что это он тут делает? В этой пещере снимали фильм «Непобедимый». Ну не весь, а отрывочки.
Правда, стоит отметить, что пещера использовалась как декорация ко многим фильмам, но именно «Непобедимые 2» устроили в Болгарии шумиху и оставили свой след в истории пещеры. Начнем с хорошего. По сценарию фильма пещера играла роль тайной албанской шахты с плутонием. В сценарии внутри пещеры предполагалась массивной декорации, а значит потребовалось возвести капитальный мост, с чем, собственно, команда Сталлоне оперативно справилась. Минус 1,5 миллиона евро из бюджета фильма и мост готов. Ну а плохая сторона этой истории состоит в том, что строительство и съемки штука громкая. В пещере работали прожекторы и строительный инструмент, ездили машины, звучали выстрелы и взрывалась пиротехника. Все бы ничего, если бы пещера не была заповедной зоной, в которой обитают десятки видов млекопитающих и птиц. Более того, девяташка является одним из 3 самых важных подземных мест обитания летучих мышей в Европе. Колонии достигают более 30 тысяч зверьков в общей сложности 15 видов. Для обеспечения беспрепятственного размножения этих чувствительных млекопитающих в период их спячки с ноября по апрель пещера частично закрывается для посетителей. Любое пробуждение и полет в этот период может привести к смерти мохнатиков, поэтому желательно, чтобы их не беспокоил ни шум, ни свет. И как раз в этот период, в 2011 году, тут проходила активная фаза съемок. Новый самолет. А девяташке после этого понадобился отдых. Как вы сами понимаете, пошумел здесь Сталлоне знатно. Из-за чего популяция летучих мышей за время съемок уменьшилась до 10 тысяч, что стало основой для многих скандалов и судебных разбирательств. Правда, за пару лет популяция мышек восстановилась, но осадочек, как говорится, остался. А еще остался мост и огромная пиар-компания, которая теперь привлекает в пещеру толпы туристов. Высота сводов девяташки составляет 60 метров, площадь около 20 тысяч квадратных метров, а длина и вовсе более 2,5 километров. Такие размеры делают ее одной из самых больших пещер в Болгарии. Ее габариты реально потрясают воображение. Конечно, видео не передает этих масштабов, но поверьте, она просто огроменная. Первым делом, войдя в девяташку, вы попадаете в большой арочный светлый зал, который открыт для посетителей круглый год. Вдоль левого края пещеры протекает небольшой подземный ручей, который отгорожен от туристов простеньким деревянным заборчиком, вдоль которого для удобства установлены скамейки. Ручей не заканчивается в основной галерее, он устремляется дальше вглубь девяташки. Но увидеть эту часть пещеры вы не сможете. Все ответвления от основного зала закрыты для посещений. Формально существует график, в какие месяцы эти галереи доступны к посещениям. Но, судя по отзывам на Google картах, в какое бы время года вы ни приехали, всегда натолкнетесь на заградительные таблички. Похоже, туристы так уже надоели местным летучим мышкам, что было принято решение всеми правдами и неправдами не пускать посетителей в темные залы пещеры. Так что из всех 2,5 километров пещеры к осмотру доступны лишь первые 250 метров. Но благо и здесь есть на что полюбоваться. Первая часть большого зала имеет возвышение, на которое можно взобраться. Там, если пройти сквозь кирпичную арку, вы попадете в отдельный темный зал, который имеет мистическое название – алтарь. Ничего не видно? Ладно, включаем магию. Не идеально, но уже получше. Здесь во время археологических раскопок были найдены некоторые из самых интересных находок неолита на болгарских землях. Исследования показывают, что пещера использовалась людьми почти во все эпохи и впервые была заселена еще в среднем палеолите. Только вдумайтесь, 70 тысяч лет до нашей эры. В подтверждение этого в пещере найдены многочисленные кремниевые скребки, наконечники стрел, украшения, идолы, глиняная посуда и кости доисторических животных.
Одной из самых замечательных находок является обнаруженная в этих землях первая неолитовая могила и часть глиняного сосуда, расписанного белыми свастиками. Да-да, вам не послышалось. 8000 лет тому назад местные жители уже вовсю использовали свастику. Я, кажется, начинаю догадываться, отчего Адольфович так обожал всякие археологические раскопки. На основании найденных здесь других предметов можно судить, что в римскую эпоху пещера, вероятно, функционировала как святилище, а в более поздние времена в основном использовалась как убежище. Еще одной изюминкой алтаря являются загадочные круги на земле, на которых путники выстроили целый лес каменных пирамидок. Существует даже легенда, что пещера является базой инопланетян, которые используют ее для сокрытия от людских глаз и любопытных взоров своих летающих тарелок. Но реальность, конечно же, более примитивна. Во времена социалистического прошлого пещера использовалась как тайный военный объект. Сюда была проложена железная дорога, и на этих кругах размещалось 15 огромных цистерн с топливом. С воздуха этот склад было не заметить, а толстые каменные своды над головой надежно защищали хранилище. После окончания тоталитарной эпохи в течение 5 лет все оборудование было демонтировано и вывезено. Теперь об этом периоде нам напоминают лишь эти таинственные круги, да разве что тот арочный туннель, через который мы проникли в алтарь. Но вернемся в основной зал. Он является очень просторным и в солнечный летний день просто залит светом. Все из-за главной изюминки пещеры – 7 огромных круглых отверстий в потолке, которые образовались миллионы лет тому вследствие частичного обрушения потолка. Благодаря этим окнам местные жители прозвали пещеру Акната, в переводе «окна», а еще девяташку часто называют «зеленой пещерой». Проникающий свет и чистая вода создают здесь особый микроклимат. Тут сохраняется комфортная температура даже зимой. Растения растут внутри буквально круглый год. Но, конечно, максимального шарма девяташка приобретает поздней весной, когда природа полностью раскрывается и деревья покрываются зелеными листьями. В светлой части пещеры обрели свой дом несколько видов птиц, в том числе ласточки, которые в теплое время года любят нарезать круги по просторным коридорам девяташки. А еще эта пещера славится тем, что она имеет самый большой купольный пещерный зал. Вы только представьте, в этом зале можно поместить знаменитый собор Александра Невского, о котором я вам рассказывала в видео про Софию. Огромный зал и здоровенные окна подарили еще одну забавную байку. Якобы много лет тому один болгарский ас залетел в пещеру на легком спортивном самолете сквозь самое большое окно, сделал внутри круг и выпорхнул через вход. В самолет я, конечно же, не верю, но с дроном провернуть такой финт удалось. Пещера очень красивая, и на самом деле она выглядит как декорации к фильму. Когда бродишь в одиночестве по пещере, то постоянно не покидает ощущение, что ты находишься в каком-то затерянном мире. Вот-вот из-за угла появится динозавр, или в темном рукаве пещеры вспыхнут пылающие глаза, и огромный дракон осветит стены тоннеля своим пламенем. Я, конечно, не частый посетитель пещер, но то, что девяташка окажется настолько красивой, я даже не представляла. Пещеры с большими сводами, подземной рекой и огромными окнами – все это придает месту необычайный шарм. В качестве итогов хочу обратить ваше внимание на одну особенность наших сегодняшних пещер. Посещать их необычайно легко и комфортно. Как правило, когда мы говорим про пещеры, на ум приходят узкие темные лазы, сталактиты и фонари. Эти же две пещеры разительно отличаются от всего, что я видела раньше. Они светлые, огромные и во время посещения не щекотят душу адреналином, а наоборот, внушают какое-то спокойствие и умиротворение. Каких-либо приступов паники или клаустрофобии тут точно не предвидится, поэтому можете смело отправляться в это путешествие даже в компании детей. Малышам здесь однозначно будет интересно. Ну а я направляюсь в еще одну очень интересную пещеру.
Только чтобы добраться до нее, мне придется попрощаться с Болгарией и перебраться в Румынию. Поэтому расскажу я вам об этом месте уже в следующем видео. Пока!